Всем привет, подписчики и подписчицы. В этом видео мне на пару денечков дали знакомые чисто для контента подснять необычный, я бы даже сказал, крайне необычный монитор на 49 дюймов в формате 32:9. Но это еще не самое интересное. Самое интересное это то, что у монитора, внимание, OLED матрица на 240 Гц и полностью металлический корпус. И это все от топовой компании Samsung и стоит на секундочку 150 тысяч рублей. Если честно, я сам в шоке. Это самый странный монитор. Я даже не знаю, монитор ли это вообще в целом. Но, короче, давайте сразу внесу ясность. Это не рекламный обзор никакой компании Samsung, ничего мне не платила. Этот монитор привез один мой знакомый. Он возит различную технику из Эмиратов, отовсюду, короче, по всему миру. Имеет свой небольшой стор под названием Kujo Store. Ну и я попросил для контента подснять этот Odyssey J9, так что нахваливать, честно, не буду. И поделюсь своим личным субъективным мнением. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что распаковка такой махины, это было довольно стрёмно. Потому что, да, это как бы 150 тысяч стоит монитор, напомню, и при этом он имеет очень тонкий корпус самого монитора. Все очень нужно было аккуратно доставать, как-то аккуратно, очень бережно собирать. Короче, это был самый неприятный и в то же время приятный процесс сборки монитора. Очень тяжелый корпус вместе с матрицей, тяжелая ножка, она полностью металлическая, плюс подложка, ступня этого монитора, она тоже из цельного куска алюминия. Не знаю точно, что за сплав, но точно я знаю, что это топовые материалы, и тут, конечно же, впервые в жизни я вижу, чтобы мониторы для компьютера делали полностью металлическими. Ну, оно-то в целом и понятно. Это же Samsung, они не привыкли экономить на пластмассе, и у них цены очень даже высокие. Даже тут не поспоришь. В остальном, сама же сборка и распаковка у меня забрали примерно в среднем целых полчаса. Да, полчаса я возился по комнате с частями монитора, и вот результат по завершению меня, конечно, действительно впечатлил. Это просто инопланетный монитор. Я даже не знаю, словами на видео это не передать, а вживую все куда более эффектно. Короче, внешний вид это чистая десяточка. Я думаю, зрители даже не станут спорить, что визуально тут, придраться просто не к чему. Есть, конечно, нюансы, о них я расскажу насчет размеров матрицы, но это отдельная история в этом видео, и мы вернемся к этой теме буквально через одну минутку после небольшой рекламной паузы. Друзья, уже на нас обсудили буквально выше. Очень тоненький корпус, прям феноменально тонкий под любым ракурсом. Что насчет формата 32:9, то, наверное, если объяснить вот буквально на пальцах, у меня сзади на стене висит монитор на 34 дюйма, мой рабочий от MSI. И вот теперь представьте себе два таких монитора от MSI широкоформатных 21:9 на 34 дюйма. И вот если их сложить вместе в один, то по длине вы получите как раз один такой Samsung на 49 дюймов. Причем, знаете, что смешно, мой монитор от MSI стоит как раз в 2 раза дешевле, и выходит, что два таких монитора это один Odyssey J9. Это если прям вот очень буквально выразиться. Для меня же лично стало открытием, что моего большого стола на 1,5 метра, а именно 150 сантиметров мой стол Cougar Mars буквально впритык хватило, потому что очень вытянутый экран, плюс ножка тоже занимает приличное место. Поэтому в идеале, чтобы у вас дома стоял прям очень большой 2-метровый стол или еще больше по размерам, и вот в этом случае такой монстр, такой монитор не будет смотреться уж слишком массивным. Но все это, конечно же, вопросы дизайна, размеров, рабочих столов, все это, конечно, интересно, но куда важнее лично для меня это качество изображения. И, наверное, я буду сейчас, знаете, банальным, но, если честно, я перевидал за все время съемок видео о различных мониторах, просто кучу, не знаю, фуру разных мониторов. И все разные матрицы у них. Одни имеют IPS, иные HIPS, NVA, Mini LED, PVA, MVA, Super IPS и так далее. И знаете, все, что я назвал, все это можно собрать в одну кучу и выкинуть в историю развития индустрии, потому что OLED-мониторы это в прямом смысле слова будущее, что заменит, я думаю, IPS без проблем. Причем тут, знаете, интересная особенность. Дело в том, что обычные IPS, то есть, привычные нам, очень классно использовать универсально, буквально для всех задач. Там, например, редактирование фото, видео, запуска игр, это такой себе, знаете, универсальный стандарт. А что насчет именно OLED-мониторов, то я бы сразу его поставил в исключительно только для мультимедиа, просмотра фильмов, запуска игр с включенным HDR. Короче, более понятным языком, OLED идеальный для геймеров, идеальный для любителей смотреть фильмы. Тут прям все замечательно. Очень насыщенные цвета, прям нереально сочные. Черный цвет просто тупо равен нулю. Это идеальный черный цвет, а не серо-коричневый, что выдает нам IPS матрицы. Плюс у нас к этому еще реальная, а не чисто для рекламы, поддержка HDR10. И это супер возможность для запуска игр. В общем, OLED мониторы это максимальный уровень изображения на 2024. Ну и цена
цена, разумеется, за OLED-мониторы начинается тоже на максимальном уровне, за самый дешевый, там 80-90 тысяч, на секундочку. И то выбор еще очень маленький, очень мало моделей продают компании. Буквально я нашел 6-7 моделей именно в DNS. Только сейчас начинают внедряться OLED-моники в эту жирную индустрию, заваленную IPS и VA-матрицы, поэтому, однако, новый стандарт уже создан, так что, возможно, к 2026 уже и цены станут ниже, и моделей станет, больше, чем 5 штук, это точно. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Окей, что насчет качества картинки в данном мониторе, а также что насчет формата 32:9, то это еще более странная хрень, потому что, если честно, и я имею парочку действительно претензий. Но, во-первых, далеко не все пока что поддерживает формат 32:9. Например, в Rainbow 6, в моем любимом шутане, пока что еще нет поддержки 32:9, то есть вытянутого монитора. Ну, я сумел зато при этом набрать парочку проектов, что умеет в 32:9, а это War Thunder, Minecraft, Forza Motorsport последняя часть, ну еще там, по-моему, Metro Exodus, ну и так далее. Если там поковыряться, можно еще с десяток найти. В общем, через одну есть поддержка 32:9, причем местами странно все это визуально передается. Ну, например, в Forza и еще там парочку им подобных есть такой странный эффект, словно сбоку по разные стороны прям сильно растянуто изображение. И этот эффект мне, честно, не очень понравился, прям от слова вообще. Боковая стойка в машине вообще почему-то смещена, при этом чуть ли не в центр экрана, что явно не очень реалистично. Как бы, да, это возможно незаметно там периферийным зрением боковым, однако, если обращать внимание, то это явно действительно заметно. В остальном все то же самое, что на ультра широких 21:9, но только еще более в 2 раза вытянуто. Однако, что интересно, у нас не двукратное увеличение разрешения из-за того, что экран в 2 раза больше, чем обычный 34 дюйма, а всего лишь, по-моему, там на 30%. То есть я думал, будет хотя бы что-то подобие 8К, чтобы суммарно с таким большим экраном на 49 дюймов у нас было хотя бы 30 миллионов пикселей, как именно 8К. И это прям стала бы идеально четкая картинка, просто кристально детализированная. А так мы по факту имеем у данного монитора разрешение 5120 на 1440. Это даже меньше, чем 4К. Поэтому да, я вижу пиксели, я отчетливо их вижу и считаю, что нужно было делать нативные, хотя бы там 8К у таких вытянутых больших мониторов, или там на крайний случай сделать 6К, там не знаю. Короче, явно 5120 на 1440 это маловато для 49 дюймов, это даже не 4К, поэтому в идеале сидеть перед таким монитором не впритык прям с полуметра, а подальше на расстоянии метра, если вам, конечно, зрение это позволяет. В целом, я даже не знаю, что еще добавить, друзья, про данный монитор. Я бы однозначно не рекомендовал этот монитор тем, кто занимается редактированием фото, например, или, скажем, монтажом видео, потому что слишком закругленный экран будет давать нереальное искажение картинки в пропорциях. Но я бы однозначно рекомендовал эти супер длинные мониторы тем, кто, например, скажем, не знаю, занимается брокерством, кому нужны все эти большие таблицы, кому впадло ставить по 3-4 монитора вместе, их там скрещивать, в общем, колхозить рабочее место. И, конечно, этот монитор однозначно для запуска игр. И даже не потому, что экран странный, такой вытянутый, большой, а потому, что OLED с поддержкой HDR это супер насыщенные цвета, идеальный черный цвет и так далее. Короче, я думаю, здесь вы все поняли. Вот, в принципе, такое мое личное мнение. Купил бы себе я такой монитор, наверное, чисто, знаете, по приколу, там перепройти, скажем, Киберпанк с HDR на ультрашироком. Да, это интересно, но в остальных задачах я, если честно, не вижу вообще смысла. Тем более цена, скажем так, 150 тысяч, это прям, очень далеко не для всех. Прям, я бы сказал, наверное, для избранных. Люди, я знаю, сегодня покупают мониторы, там, в среднем за 10, 12, 15, там, возможно, 20 тысяч. А тут, 150, поэтому здесь, сами все понимаете. Но, по крайней мере, мне было интересно посмотреть на такую необычную, далеко необычную штуковину. Спасибо товарищу за контент. Если вам было тоже интересно, то ставьте лайк под этим видео. Буду в будущем еще снимать подобные вещи. Напишите, что вы думаете по поводу такого монитора и знаете, где бы можно было его применить. Ну а так, в принципе, у меня на этом все. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и до встречи на канале. Не болейте. Пока-пока.